Итак, привет всем любителям АОДа. Сегодня будем проходить Fever Dream. Недавно вышло обновление на него. Его верифнул Бэкграм. Все, давайте проходить его. Это будет весело, и это не должно занять много времени. Начнем, конечно же, с концовки. Хочу прочувствовать все изменения, которые были внесены. Маленькие шипы. Прекрасно. Так, этот шип не настоящий. Я все помню. Почему-то кораблик тут очень плохо управляется. Вообще не понимаю, почему. Давайте все учить по новой. Видимо, я просто нуб, ладно. Хотя нет, тут есть маленький кирпичик, который поддерживает меня, но лучше бы его тут не было на самом деле, потому что я вообще не понимаю, как тут выравниваться. Ладно, придется кликать побольше. Шарик бафнули. Точнее, это все не бафы, это всего лишь возвращение к нерф версии, плюс бафы, которые сделал Бэкграм, так что... да. Сейчас для записи звука я использую встроенное средство винды под названием звукозапись. Ну, с микрофона, чтобы записывать. Надеюсь, оно не подведет. NVIDIA GeForce очень плохо что-то записывает звук с моего нового микрофона. А вот встроенное средство винды прекрасно, ну, бывает. Почему тут есть этот кирпичик? Он мешает. И последние тройные шипы очень сложные, как и в первом обновлении. В целом, я очень рад, что этот уровень наконец-то вышел. Ну, то есть это обновление. Есть вот повод сделать новое видео. Вот здесь я нажимаю абсолютно одинаково, и то прохожу, то не прохожу. Это нехороший знак. Ладно, первый прогресс. Поехали. А тут что, должна была быть моя иконка, если бы я верифал? Было бы прикольно. Или стоп, это иконка... Не, это иконка Айзет Кейва, ладно. Ладно, пофиг. Или Бэкграма. Они почти с одинаковыми иконками. Их не получится различить. Ну, давайте с дропа, что ли. Я тут видел, что теперь тут мини-вейв. Вот тут. Ладно. Просто взять плохой аспект Девиа Вортекса и вставить его сюда. Почему бы нет? Что может пойти не так? Давайте посмотрим. Но я не хочу учить мини-вейв. Йоу. Ну, я хочу остаться человеком. Стоп, а эти вот черные шипы по бокам, они... Не, они не солидные. Нормально, нормально. Не, видимо, придется по-человечески проходить. Или не по-человечески. Ну, короче, не спамом. Тут один шип, кажется, не передвигается. В общем, если палец у меня устанет, то я не пройду этот парт. Если не устанет, то я пройду этот парт. Прекрасно. Так, ну тут пока изменений не чувствуется. Так, походу тут теперь все шипы настоящие. Это прикольно. Да? Да? Да. Что ж, тогда давайте заново учить этот прекрасный парт. Ух ты, эта часть стала по-настоящему сложной. Вау. Мне очень нравится этот новый вейв парт, потому что он наконец-то выглядит на свою сложность. Ух, от этого даже палец устает. Мне нравится. Мне нравится. Правда, здесь небольшие проблемы с слоями, но... Ну ладно, кто заметит? Никто не будет всматриваться. Ненавижу эту платформочку маленькую. Почему она там существует? Бэкграм, ты ее в качестве бафа, что ли, туда поставил? Можно попытаться пройти весь парт, и у меня вряд ли получится. Поехали! Вот, вот. Шип отслоился. Киногрехи, уровни грехи. Все грехи уровня Fever Dream. Ха-ха. Найс. Вау, я ненавижу этот вейв. Да, я тебя помню. Помню я тебя. Это еще в первой версии уровня было, ну, которая нерфнутая. Вроде как модно сейчас на ютубе добавлять какие-то заметки во время монтажа, так что вот, смотрите, насколько прекрасно эта обрезка подходит под вейв. Смотрите, это пиксель в пиксель, это прекрасно. Это что-то, что точно стоило вставить в видео. Почему я так рано кликаю? То есть я все еще понимаю, что там шип не настоящий, но я все равно кликаю очень-очень рано. Нет, это был последний клик дропа. Ладно, вроде как тут все я понял. Давайте чуть пораньше посмотрю еще. Это просто палец устает сильно. У меня не самые крепкие пальцы. Брутальный АОД. Или это не смерть? Это... Лиса с косой? Если это лиса с косой, это прикольно. Давайте посмотрим, бафнули ли уфошку. Ощущение, что уфошку бафнули.
Нет, последний клик. Я знаю, что меня вот этот цвет должен подсвечивать нормально, но мне как-то лень его фиксить. И я знаю, что нельзя говорить цвет и подсвечивает, но... Камон. Я выпускаю видео редко. У меня мало практики. Нравится мне этот уровень, нравится. Но концовка какая-то тупая, очень тупая концовка. Поэтому ее нужно еще тренить. Тренить концовку очень весело. Да, я тут, наверное, пару раз умру. Ну, куда без этого. Да это 100% иконка Iced Cave, ладно. Это не Баграм. У Баграма там белого цвета больше. Уфушка легкая. Скорее всего, она такая же по сложности, как в первой версии. А это мне нравится. И после этого я на ней умер. Прекрасно. Да, вроде нормально. Нормально. Давайте посмотрю, что тут происходит. Ну, тут вот явно есть баф, а вот это вот выглядит страшновато. Пам-парам... Пам. Надо 3 раза кликнуть. Ха, прикольно. Это как под ClickSync, но, не знаю, как-то сложно слишком, что ли, по сравнению с остальными частями. Ну, Fever Dream наконец-то чувствуется на ту сложность, на которую он чувствуется при просмотре. До этого это был какой-то скам. Выглядит в 2 раза сложнее, чем играется. Теперь не так. И это все, кстати, оправдание, чтобы вы не считали, что я тут легкий уровень прохожу и выкладываю после АОДы, ну, как бы... Да, это все оправдание. Ничего тут не бафали. Мне нравится этот клик. Ладно, начну тренить другие парты, а то я тут долго задержусь. О, и тут шипы еще поставил. Ладно, вроде проходится как-то. О, да, этот вейв. Я соединил раны. Там что, есть орб? Почему тут пад? Что он тут делает? Почему он невидимый? Бред какой-то. Не, в 2020-м такого не было. Ура, 10%. Я ключ не взял. А его вообще надо брать? Нет, не надо. Найс. Ура. Ура. Прикольно было бы, если от того, соберешь ты вот этот ключ или нет, зависело бы, то получишь ли ты монетку в конце или нет. Найс. Ура. О, стоп. Этот челик мигает. Ок. 30. Я скилловый. Фух. Этот переход сложный только из-за того, что я ничего не вижу, у меня кораблик невидимый. В оригинале вроде, кстати, так же было. У нас, кстати, жарища очень лютая. 30-31 градус. Очень непривычно. Я, кстати, спустя все эти годы все равно не понимаю, что такое SSOH. Сох. Что это такое? Кто-нибудь объясните? Я буду разочарован, если это просто уровень, который был у Iced Cave. Должен же быть какой-то лор. 31. Я молодец. Это на целый процент больше. Повсюду эти клабстеп лица. И не только. Повсюду еще и другие декорации есть. Блин, мой палец просто страдает, он истекает кровью, ну, наверное. Вы этого не видите, но он истекает кровью, верьте мне на слово. Слишком много спамов, слишком много страдания. При этом я хочу в него играть. Ну и это еще просто смехотворное. Я не могу так. Ну, я кликаю вот настолько быстро, как могу. Все равно этого не хватает. Скилл ищу. Ну, ладно, как бы глуповатый слив, но я бы все равно умер дальше. Какая разница? Да даже в начале уровня тут смотрит на меня чувак. Чувак. 32 по проценту идем, пацаны. Ура! Плюс 1%. Я почти правильно нажал. Что ж, не похоже, что качество звука хоть как-то улучшилось, так что пофиг, поехали дальше. Эта волна — это просто нечто.
Только поспал нормально, сразу же перестало все проходиться. Класс. Ура! Last part пройден. Теперь попробую все, начиная с дропа. У меня от этого просто стоит палец. Ладно, не знаю. Не знаю. Стоит ли продолжать? Вау, сколько тут падов и порталов, чтобы убедиться, что ты в правильной гравитации. Прикольно. Поехали с нуля, наверное. Вау, я эту часть даже не повторял, ладно. Хау. Как не умереть на обычном стрейтфлае? О, я умер, возможно, на последнем возможном шипе. Вот она, брутальность. Странно, я тут продолжаю умирать, хотя это очень легкое место. И в оригинальном Fever Dream я тут тоже часто умирал. Странно это. Странно. Ха-ха, я на этом монстре уже какой раз сливаю? 3. Надо ли его тренировать отдельно? Нет. Я умер на другом монстре. Прекрасно. Знаете, почему-то из окна дезодорантом пахнет. Уникальное явление. Надеюсь, природное. Ура! Дошел до уфошки. Я даже не дошел до спама, я уже настолько переволновался. Кстати, мне кажется, тут декора хватает на то, чтобы фичур дать. А если не фичур, то хотя бы рейд. Ну давай, Роптоп, рейдни уже этот уровень. Делай это. И всем снова привет. Сейчас я буду дальше проходить Fever Dream. Это прекрасный контент. Давайте же сделаем это. Я сделаю это, вы будете смотреть. Ладно, для того, чтобы никого не смущать, я выключу Trail Back Fix. Потому что еще кто-то подумает, что я на 60 FPS играю. О, неплохо, неплохо. Все, пойдем с нуля. Я еще успею свои пальцы нагнуть. Ну или они успеют устать, в общем. Нет. Я был так близок к катарсису. Нет. О, я, кажется, скипнул розовый пад. Ура. Так тебе и надо. Нет, ну там такой огромный проем, ну вы видите его. Ну, как я не смог в него влететь? Это позор РК. Ха-ха, я опять так сдох. ЛЛЛ. Если что, там стоит розовый пад, и я просто кликаю до него. Следующий клик, соответственно, синьор. Я на него не нажимаю. Так произошло уже 2 раза, и так никогда не происходило со стартпоссов. Я просто очень не хочу играть в тот спам, поэтому подсознательно начинаю как-то неправильно манипулировать своим кубиком, чтобы сдохнуть. Кстати, а тут хоть какие-нибудь другие цвета, кроме голубого, есть? Нет, это уровень в одном цвете. Прикольно. Кто-то мне может сказать, что Bloodbath, к примеру, тоже одного цвета. Но нет, там хотя бы порталы цветные. Тут вон они черные. Кстати, я тут пересмотрел старый Fever Dream, и там не было никакого вот этого вот розового пада. Может, он просто в Аннерфеде стоял там, но все равно как-то странно. Еще не помню надписи телепад там. Мне кажется, она новая. Давайте проверим мою память. Я тут вспомнил одну тактику, которую люди в Devil Vortex использовали. В общем, тактика заключается в том, чтобы ходить вот так вот по шипам. Хотя я, наверное, забью на эту идею. Потому что из-за вот этого шипа и его брата не получается нормально залететь. Интересно, что вот символы на вот этих клабстеп-монстрах значат? Они хоть что-то значат? А что такое SKKDMX? Почему столько странных сокращений? Это что, просто случайные буквы, в которых я пытаюсь найти смысл? Стоп. А что, если эту тактику применить сюда? Вот сюда. Вы представляете, я буду сохранять по 2-3 клика каждую попытку. Это будет прекрасно. О, я смог! Ура! Я серьезно умудрился тут переспамить, я очень крут. Вот это мои пальцы отдохнули от того спама, поэтому я смог переспамить тут. Все взаимосвязано. Плиз. Спасибо. Кстати, это тайминг сложный. Я не парюсь.
60 я скилловый. Я не скатился, смотрите, я могу ставить рекорды и прогрессы. Это одно и то же. Но это... Ладно. Это уже не позор РК. Все, наконец-то я умер на спаме так, как не стыдно умирать. А теперь я пойду. Все. Все, я пойду просто. Все, всем пока. И я вернулся. Давайте продолжим. Как я близко к шипу ушел. Даже переволновался как-то на этом моменте. О! Нормально, нормально. А чё на лбу у этого монстра? Ромбик какой-то. Третий глаз. Причем-то третий глаз, он вдвое больше всех остальных глаз. Так это целых 2 третьих глаза, слитых в один. Неплохо. У этого тоже есть ромбик. Почему у них всех есть третий глаз? Хотя у этого вот нет. Да хотя у него и головы нет. Он вообще недостойный монстр. У него только глаза да зубья. Вот у Лютима тут недавно новая рубрика появилась. Самые ранние клики против самых поздних кликов. Было бы интересно такое на Fever Dream посмотреть. О, 68. Ох, нормально. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Когда я увидел тот кадр, который сейчас был, я абсолютно не понял, на что я смотрю, у меня просто отключился разум. Я никогда так не умирал. Вопрос к Iced Cave, что это за жидкость? А если это вода, то почему она на потолке? Почему на нее не распространяется гравитация? Вообще, я очень удивлен, что ГДОПТ разрешен нынче, судя по вашим комментариям. Потому что это очень классная модификация, она действительно ничего не добавляет в игру, что было бы нечестно, но при этом правила Pointer Crate настолько костлявые, что они запрещали FPS байпас на протяжении 2 лет. На протяжении 2 лет они не могли определить, чит это или не чит. После того случая с баном меня из-за скрытого FPS байпассинга, я уже думал, что до сих пор какой-то подобный бред происходит, но хорошо, что это не так. И, кстати, переходите по ссылочке, скачивайте GDOPT. Ох, я очень волновался сейчас, очень. Музыка, как всегда, сползла влево. Спасибо, ГД. Почему нельзя нормально накодить музыку в ГД? А нельзя, потому что... пофиг, буду тоже на паузу ставить, как в АОДе. Вам же нравилось, когда я в конце в АОДе на паузу ставил, а? Надеюсь, нравилось, потому что тут я буду делать так же. Стоп! Мне не показалось? Это что, был синий цвет? А, стоп, тут все синее, ладно, забейте. Последний клик. Можно сказать, последний клик, я дальше просто очень редко умирал. Что ж, давайте с нуля уже. 60, ладно. Неплохо, неплохо. Кстати, вот в оригинальном видео по Fever Dream там Готик говорил кое-какие прикольные слова. К примеру, 5 кроватей. В общем, для этого прохождения я тоже попросил его записать несколько подобных фраз. И вы их услышите на победной попытке. Он на самом деле не будет их говорить, просто я их ставлю на монтаже. Ну почему так круто? Кстати, несколько человек в чате на премьере АОДа удивлялись, что я пользуюсь 7-й виндой. Ну так вот, у меня есть объяснение. В основном я пользуюсь 10-й виндой, но на 7-й я играю в ГД. Здесь очень низкая задержка. Тут... Это такой частый слив, он меня просто выводит из себя. Он меня выбешивает, мне хочется бросать все, в том числе этот уровень и свой канал. Ну почему этот кораблик такой тупой? Почему он такой дегродский? Ну просто... Причем, вот я уверен, если бы там не было вот этой маленькой платформы, которая тебя поддерживает, проходилось бы намного лучше. Эти платформы не помогают, они бафуют уровень. За что? Спокойно!
Эти клабстеп-монстры смотрят на меня. Кстати, они выглядят не так уж и устрашающе. Левый вообще как будто плачет. Кстати, лицо криво нарисовано. Но может в этом и была задумка, хотя я сомневаюсь. Знаете, а локации, в которых находится этот уровень, тоже что-то напоминают подземку. Нет. Прикольные глаза, правда, в одном из глаз видно пилу, которую не должно быть видно, но ничего. О, точно, я хотел поговорить о 2.2. Тут вон какую-то новую приколюху Роптоп выпустит через 10 дней. Для меня через 10 дней, понятное дело, может быть, когда я отредактирую видео, Роптоп уже все выпустит, и 2.2 выйдет уже. А что если я сделаю то, что делают все в нынешнее время? О, это так тупо выглядит. Не-не-не-не-не, я не хочу так жить. Где тут убрать это? Ой-ой-ой, я, кажется, сбросил попытки. Упс. Я лютый лох, я сбросил попытки. Только сегодня хотел на них посмотреть. Позор РК. Продолжаем. Кстати, хочу отдать этому уровню должное, в нем нету дабл-кликов, которые надо было бы делать с пробелом. Спасибо за это. Этот монстр съел меня очень много раз. А все потому, что я серьезно не могу сделать этот паттерн. Он просто сваливает мой палец на повал. О, этот вейв и следующий вейв, они просто меня не пропускают. Сделаю, наверное, нарезку этих вздохов. Хотя это будет самая скучная нарезка в мире. Я маг, волшебник, но точно не спамер. Наверное, время перейти к общей оценке этого уровня. Нет, ладно, сделаю еще не скрипящим голосом, когда можно будет говорить погромче. Я не могу стучать ни почему. И кричать не могу, слишком рано. Но это было близко. Хотя бы близко. Не считается, но близко. Я даже дабл-кликнул от удивления. Да уж, мне сейчас сложно не заснуть, потому что режим в последнее время у меня очень сломанный. А сейчас как раз 5 вечера, самое время. Ну вот, наверное, благодаря Fever Dream я смогу сдержаться. Я бог спама. Я спамлю лучше, чем там надо. Блин, у меня переходник не позволяет телефону заряжаться на полную мощность. Жаль. У него есть что-то типа турбозарядки. Хотя, нафига мне турбозарядка, я спать скоро пойду. Straightfly подводит меня. Я должен освоить эту технику. Спустя столько-то лет. Я смог, ура. Но не смог эти Straightfly. Это значит, что я еще не прошел экзамен. Вау, это было идеально. А что если название Fever Dream ничего вообще не означает и никак не причастно к этому уровню, а настоящее название этого уровня — это Iced Cave? Именно поэтому имя создателя появляется по всему уровню больше раз, чем название самого уровня. Это двойной смысл, аллегория, метафора и все такое. Итак, сейчас на одну попытку я становлюсь быдлом и буду спамить на том моменте. Давайте проверим, суждено ли мне пройти уровень, будучи быдлом, или все-таки интеллигентным человеком. Ох, я уже разучился спамить. Тут даже ЛДМа нет. Почему тут нет ЛДМа? Было бы так классно. И вот так сидел я много дней, пытаясь хотя бы приблизиться к последней части, но все безуспешно. Было. Пока я не попробовал кое-какую тактику. Смотрите. С тех пор каждый день я ставил новый рекорд. Уже дошло до абсурда, когда в очередной день, садясь за компьютер, я предугадал, что пройду уровень. А вот и прохождение. Но это просто.
отвечаем. Окей. ГГ. Передаю привет всем своим родственникам, потому что новый видос все-таки выходит. Вот. Попытки, они не настоящие, если что, тут будет таймстемп. Почему они не настоящие? Спойлер, потому что я просто немножко идиот. Что ж, ГГ. Что же насчет моего мнения по этому уровню? Он неплох и уже получил заслуженный рейд. Всем пока.